Будучи фанатом аниме и программистом-гением, Цубаса Карата всегда интересовался миром роботов и искусственного интеллекта. Этот юный вундеркинд стал одним из лучших разработчиков в Токио. Однажды вечером, когда он уже собирался уходить с работы, Карата заметил, что его сотрудники жалуются на проект, который они не успевают закончить. По расчетам обычного человека, на выполнение этого проекта у программиста ушло бы много часов. Несмотря на поздний час и то, что офис был закрыт, Карата улыбнулся своей фирменной улыбкой и попросил коллег оставить проект ему. Не раздумывая, Карата вернулся к своему столу и сам написал код для проекта. Он успел закончить работу вовремя и спас своих коллег от лишней работы. Они были благодарны ему за помощь. По дороге домой Карата зашел в магазин за новыми фигурками и аниме. К сожалению, по дороге домой он попал в аварию, которая трагически оборвала его жизнь. Люди быстро собрались и оплакивали потерю одного из величайших программистов, которых когда-либо видел Токио. Через несколько месяцев после его смерти Карата переродился в другом мире, как Эрнесто Эчевария, где существуют магии и сверхъестественные существа, такие как демоны. Теперь Эрнесто умный мальчик, обладающий такими же качествами и знаниями, как и Карата. Однажды вечером, когда они возвращались в свое королевство, на Эрнесто, его мать Селестину и дедушку напала стая ядовитых гигантских комаров. Пока Эрнесто с матерью обсуждали это, дедушка вышел из кареты, чтобы посмотреть, что происходит. Он увидел, что комары напали на их лошадей и быстро атаковал их. Хотя комары пытались убежать, дедушка догнал их и убил. Селестина тоже осталась в карете, чтобы помочь. Пока они были заняты, огромный жук поднял тяжелую карету вместе с Эрнести, который все еще был внутри. Ни дедушка, ни Селестина ничего не могли сделать. Они только молились, чтобы с их ребенком все было в порядке. Но когда они уже почти потеряли надежду, на место происшествия прибыл рыцарь в плаще. Он убил жука и спас Эрнести. Эрнести с благоговением смотрел на робота, который пришел ему на помощь, поражаясь тому, насколько он похож на роботов из его прежнего мира. Рыцарь в плаще, робот, управляемый человеком, был размером и силой не меньше, чем жук, и с помощью нескольких тактических приемов победил его. Все, что мог сделать Эрнести в тот момент, это наблюдать, как невероятный робот убивает жука прямо у него на глазах. Через несколько мгновений после победы над жуком пилот робота Матиас вышел из кабины, чтобы поздороваться с ним. Эрнести подбежал к огромной машине и обнял ее. Матиас объяснил ему свою работу, сказав, что ему и нескольким другим рыцарям, известным как ночные бегуны, поручено выполнять сложные задания по защите королевства Фримавира. Шел 1268 год, и Эрнести решил во что бы то ни стало стать рыцарем в плаще. От природы, одаренный умом, Эрнести решил изучать магию в Академии Лахиала, недалеко от столицы Каанана. 3 года Эрнести изучал основы магии и маны. В свободное время он смотрел «Ночные тени» и изучал их. Через 3 года Эрнести стал достаточно взрослым, чтобы пользоваться волшебной палочкой и колдовать. Однажды ночью Эрнест, или Эрни, как его все называли, спас юную девушку от падения с крыши. Девушка по имени Ади была так впечатлена своим спасителем Эрни, что он показался ей очень милым и добрым. Ее друг Арчи, тоже известный как Арк, зашел к ней, чтобы проведать и поблагодарить Эрни за помощь. Увидев способности Эрни, оба друга попросили его научить их фокусам с магией. Сначала Эрни отказался, но в конце концов согласился после долгих уговоров. Позже Эрни и его друзья поступили в Академию ночных бегунов, чтобы научиться быть ночными силуэтами. На первом занятии Эрни стал заносчивым и попросил учителя разрешить ему посещать занятия в средней школе. Учитель, конечно, отказал, сказав, что Эрни не понимает основ и недостаточно высок, чтобы быть рыцарем-силуэтом. После занятий в тот день, когда Эрни гулял с друзьями, ему пришла в голову идея как можно быстрее освоить все основы, чтобы поскорее стать рыцарем-силуэтом. Эрни делится своими планами с друзьями, и тут мимо проходят 3 хулиганов, которые отбирают у маленького мальчика молоток. Мальчик бежит за ними, но не успевает их догнать. Эрни останавливается и спрашивает, почему молоток так важен для мальчика. Мальчик объясняет, что он использует его для изготовления деталей для робота. Оценив преданность мальчика, Эрни с помощью магии возвращает ему молоток. Мальчик благодарит его и предлагает показать мастерскую своего отца. Во время экскурсии Эрни приходит в голову идея модифицировать свою волшебную палочку, чтобы она напоминала пистолет. Естественно, Ади и Арчи возражают, но Эрни уже решил, что хочет сделать такую модификацию.
Он просит мальчика помочь, и тот соглашается. Через несколько дней учителя Эрни устраивают небольшую демонстрацию, на которой ученики могут показать заклинания, которые они выучили. На месте проведения теста Эрни снова просит учителя разрешить ему посещать занятия в средней школе. Учитель устал от его настойчивости и соглашается при условии, что Эрни покажет сложное заклинание, чтобы уничтожить мишени. Эрни улыбается, достает модифицированную волшебную палочку и без труда разбивает все 5 мишеней. Все поражены его впечатляющим мастерством. В итоге Эрни переводят в среднюю школу, и он начинает посещать занятия со старшими учениками. Через 3 года ему исполняется 12. В один судьбоносный день он пробирается в большое здание, чтобы посмотреть на новую партию ночных силуэтов, которые там производят. Он жалуется своему другу на то, что ночные силуэты уже устарели. В этот момент приходят его друзья и зовут его с собой. Ночные бегуны садятся в несколько ночных силуэтов и везут учеников в опасный лес на экскурсию. К вечеру Эрни и его друзья наслаждаются ужином в лагере. Старшая сестра Ади приходит проведать свою младшую сестру. Узнав, что Эрни друг ее сестры, она хвалит его и благодарит за то, что он такой хороший друг. Позже она оставляет детей, чтобы они продолжили разговор. После недолгой беседы Эрни незаметно уходит из лагеря, чтобы посмотреть на ночные силуэты. Один из старших ночных бегунов, Эдгар, подходит к Эрни и рассказывает ему о ночном силуэте, который перед ним. Вскоре он разрешает Эрни рассмотреть машину поближе. Эрни с восторгом получает практический опыт работы с роботом. Через несколько мгновений к их лагерю приближаются несколько демонических зверей. К счастью, разведчики вовремя заметили их, и у рыцарей было достаточно времени, чтобы подготовиться к эвакуации. Когда все ученики сели в карету, Эдгар, Хелви и несколько других рыцарей вступили в бой с монстрами. Эдди и Арчи помогли своей старшей сестре справиться с несколькими чудовищами. Недалеко от них появился бегемот и стал угрожать столице. Один из ночных бегунов королевства опознал бегемота и передал информацию начальству. Однако начальство, у которого, похоже, были свои планы, приказало ему бежать в столицу и сообщить остальным. После того, как он ушел, начальство приготовилось сражаться с бегемотом. Они все переоделись в костюмы рыцарей-призраков и открыли огонь по чудовищу. Однако бегемот, чье тело было покрыто невероятно прочной броней, блокировал их атаки и помчался к городу. Вскоре он прорвался сквозь оборону ночного бегуна и проделал дыру в городской стене. Тем временем ученики остановились, чтобы оценить ущерб, нанесенный их лагерю, и проверить, нет ли раненых. Они нашли несколько человек с ранениями и перенесли их в безопасное место на носилках. Старшая сестра Эдди обняла Эрни, поблагодарив его за помощь в победе над демоническими тварями. Но Эрни не покидало чувство, что что-то не так. Он не понимал, почему Орда нападает в одном направлении, что было для них необычно. Он подозревал, что они убегают от кого-то или чего-то, но пока не знал, от кого именно. В этот момент ночной бегун прибыл в столицу и сообщил генералам о бегемоте. Пока они пытались придумать план, как его победить, один из них упомянул, что студенты сдают экзамен в лесу Клаке. Это привело генералов в состояние повышенной готовности, и они быстро мобилизовали силы, чтобы защитить студентов. Через несколько минут бегемот обнаружил убежище студентов и напал на него. Эдгар и другие ночные бегуны приготовились к бою и вступили в схватку с бегемотом, чтобы дать студентам время на побег. Пока остальные спасались бегством, Эрни остался, решив узнать больше о противнике. Один из ночных бегунов по имени Диет и его друг бросились вперед, несмотря на предупреждение Эдгара, и безрассудно ворвались в пасть бегемота. К сожалению, бегемот быстро убил друга Диета, и Диету пришлось спасаться бегством. Он бежал в густую растительность, крича от страха. Эрни заметил силуэт Диета, раненого и лежащего на земле, и услышал его плач. Не раздумывая, Эрни открыл люк и взял управление рыцарем-силуэтом у испуганного пилота. Затем он сел в кабину и попытался управлять рыцарем-силуэтом, но быстро понял, что ему не хватает роста, чтобы дотянуться до рычагов управления. Разочарованный, Эрни решил попробовать что-то нестандартное. Он использовал свою ману, чтобы оживить рыцаря-силуэт. К его удивлению, это сработало, и вскоре рыцарь-силуэт встал на ноги. Эрни включил рыцаря-силуэт и помчался к бегемоту на невероятной скорости. На поле боя Эдгар и его команда вели ожесточенный бой с бегемотом, который не собирался сдаваться. В этот момент появился робот Дейота и присоединился к битве. Бегемот яростно защищался, но Эрни продолжал атаковать, пробуя различные приемы, которые были у рыцаря-силуэта. После небольшой практики Эрни понял, что монстр использовал магию, чтобы поддерживать свое огромное тело.
Теперь все, что ему нужно было сделать, это ударить чудовище туда, где ему будет больнее всего, и, возможно, победить его. Он целился в глаза, но чудовище закрыло их прежде, чем он успел нанести удар. Не растерявшись, Эрни продолжил искать слабое место. Вскоре к битве присоединились другие рыцари, вооруженные своими знаменитыми кластерными бункерами. Они использовали это мощное оружие, чтобы пробить все 4 конечности чудовища, но оно все равно не сдавалось. Чудовище ответило, уничтожив несколько роботов. В ярости Эрни бросился на чудовище с намерением убить его. Но когда он приблизился, его силуэт-рыцарь начал ломаться от усталости. На мгновение остановившись, Эрни попросил Диета взять управление на себя, пока он попробует что-нибудь еще. На этот раз он вышел из тени и использовал свою воздушную магическую атаку, чтобы создать звуковые волны, которые временно остановили чудовище. Когда чудовище приблизилось, Эрни дал Диету сигнал отступить и высвободить электрические поля силуэта-рыцаря. Диет последовал за Эрни, и в результате ударная волна парализовала чудовище. Поскольку глаза чудовища были открыты, электричество достигло его мозга, вызвав короткое замыкание, которое привело к смерти чудовища. Вскоре после этого Эдгар подошел к Диету, думая, что тот мертв. Он и его команда начали было отдавать ему последние почести, но к их удивлению появился Эрни с Диетом. Эрни небрежно поздоровался с ними и присоединился к своим друзьям, которые были рады видеть его живым. Слухи о храбрости Эрни быстро дошли до короля, который был так впечатлен, что попросил о встрече с 12-летним мальчиком, который победил чудовище уровня дивизии, такое как Бегемот. Позже в тот же день Эрни и его дедушка встретились с его королевским высочеством. Король был очень рад, что в его королевстве появился такой гений. Он поблагодарил Эрни за его вклад в победу над зверем из класса разделения. Затем, в качестве награды за его труд, король предложил Эрни все, что тот пожелает. После минутного раздумья Эрни сказал королю, что хочет научиться создавать эфирный реактор, который был сердцем каждого рыцаря-силуэта и тщательно охраняемым секретом королевства Фримавира. Разумеется, советники короля были против. Но король спросил у Эрни, что тот собирается делать с такими важными знаниями. Эрни поразил придворных, заявив, что хочет усовершенствовать рыцарей-силуэты. Король, заинтригованный амбициями Эрни, решил дать ему шанс. Он согласился на просьбу Эрни и предоставил ему доступ к секретным знаниям при условии, что Эрни успешно воссоздаст тело любого рыцаря-силуэта. Уверенный в своих силах, Эрни поблагодарил короля за возможность и ушел полной решимости взяться за новую задачу. На следующий день отец Ади, маркиз Салат, вызвал дочерей домой для личной беседы. Во время разговора он намекнул, что они должны следить за успехами Эрни и докладывать ему. Не почувствовав ничего подозрительного, Адди и ее старшая сестра без колебаний согласились. Тем временем Эрни и Дэвид, главный инженер-механик, осматривали обломки силуэта Ночи Диты. Дэвид сокрушался о плохом состоянии машины, а Эрни не мог не восхищаться ее сложностью. Когда молоток попытался увести Эрни, чтобы не раздражать Дэвида, тот, заинтригованный интересом Эрни, подозвал его, чтобы выслушать его мысли. Весь следующий час Дэвид внимательно слушал, как Эрни делился своими необычными идеями. По словам Эрни, он верил, что сможет помочь Дэвиду создать рыцаря, который превзойдет все существующие модели. Заинтригованный и впечатленный, Дэвид решил дать Эрни шанс. Эрни, не теряя времени, познакомил Дэвида со всей командой и рассказал о кристаллическом волокне. Подробно объяснив его свойства, Эрни продемонстрировал, как его можно использовать. Дэвид, очарованный возможностями, позволил Эрни работать вместе с командой. Вскоре после этого Эдгар и Хай пришли проверить, как идут дела, и увидели, что Эрни увлеченно рассказывает группе о своих инновационных идеях. Вдохновившись успехом с кристаллическим волокном, Эрни предложил добавить еще 2 руки к каждому рыцарю-силуэту. Пока остальные беспокоились, что это будет слишком сложно для пилота, Эрни заверил их, что дополнительные руки будут простыми в управлении и будут держать волшебные палочки и стрелять магическими лучами. Хотя Дэвид сначала был настроен скептически, он не мог отрицать, что этот необычный парень все больше его привлекает. После долгого рабочего дня Эдди и Арчи встретились с Эрни и попросили его взять их с собой на следующую важную миссию. Эрни, который всегда рад, когда его друзья участвуют в чем-то, с радостью согласился. На следующий день Эрни попросил у директора дополнительное время и рабочую силу для завершения работы над силуэтом рыцаря. Директор дал разрешение, и Эрни с командой снова погрузились в работу над механикой. Группа усердно трудилась весь день, создавая прототипы, которые подойдут даже самым маленьким ночным бегунам. Позже в тот же день Эдгар, Дит и еще несколько человек протестировали прототипы, играя с ними в догонялки.
Когда основные модели были готовы, Дэвид и Эрни попросили Хелли их протестировать. Она немного поработала с роботом, а затем сообщила инженерам о недостатках и областях для улучшения. Эрни предложил ей протестировать новую систему прицеливания, которую они установили. Хотя точность еще требовала доработки, система работала достаточно хорошо. Диет, который наконец преодолел свой страх, был в восторге от таких значительных улучшений в рыцарях-силуэтах. Чтобы протестировать новых рыцарей, Дэвид и Эрни организовали спарринг между Эдгаром в старом рыцаре и Хелли в новой улучшенной модели. Бой начался с обмена ударами и лазерными лучами. После нескольких попаданий Эдгар бросился на Хелли, прижав его к земле. Однако Хелли умело применила технику боевых искусств и повалила Эдгара на землю. Когда она уже собиралась нанести последний удар, у нее закончилась мана, и она проиграла. В тот вечер все праздновали успех проекта, выпивая и смеясь. Хотя большинство считало, что проект почти завершен, Эрни, всегда амбициозный, объявил, что они только начали. Во время празднования из комнаты выскользнула подозрительная фигура и доложила о своих находках таинственной женщине, которая пила в отдельной комнате с группой мужчин. Казалось, не все были довольны успехом Эрни. На следующий день Эрни и его команда вернулись к чертежной доске, чтобы решить самую насущную проблему. Новый рыцарь-силуэт потреблял слишком много маны за короткое время. Чтобы решить эту проблему, они решили изменить конструкцию, чтобы мана расходовалась более равномерно. Работая над этим, Эрни и его друзья протестировали уменьшенные прототипы, которые они разработали. Они экспериментировали с функцией цепи, функцией стрелы и несколькими другими специальными функциями, которые добавил Эрни. Довольные своими успехами, они вернулись в главное здание, чтобы проверить новый дизайн ночного силуэта. Эрни и его команда были немного разочарованы размерами ночного бегуна. Оставалось еще несколько проблем, которые нужно было решить. Сидя на уроке, Эрни обдумывал дизайн, размышляя о том, как его улучшить и применить эти улучшения к своим собственным творениям. В конце концов, он решил, что рыцарь-телепилот готов, но понимал, что к другим проектам нужно подходить с такой же серьезностью. После школы он вернулся в мастерскую вместе с дедушкой, где они обсуждали, как отреагирует лаборатория, если узнает, что за новыми улучшенными проектами стоит мальчик с такими обширными знаниями. Недалеко от них Адди и Арчи обсуждали, стоит ли рассказывать отцу об успехах Эрни в создании ночных силуэтов. В тот вечер маркиз Декарт отправил сообщение дедушке Эрни с просьбой о встрече со студентами, ответственными за создание новой партии ночных силуэтов. Получив сообщение, дедушка Эрни разрешил рыцарям Декарда выбрать всех студентов, участвовавших в проекте. Выслушав рыцарей, Дэвид, Эрни и остальные члены команды отправились в крепость Декарда. Они не знали, что по их пути уже была расставлена ловушка, подготовленная неким злодеем, который действовал против них. Этот человек провел пурпурную линию, чтобы вызвать на поверхность земляного червя-разрушителя, существо, которое могло чувствовать значительные изменения в весе. Учитывая тяжелые рамы ночных силуэтов, они, несомненно, привлекли бы внимание червя. По пути группа наткнулась на самого большого земляного червя-разрушителя, которого они когда-либо видели. Эрни сохранял спокойствие и даже вышел из своей ночи, чтобы изучить повадки существа. Собрав необходимую информацию, он оставил червя Эдгару и более опытным ночным бегунам. Эдгар и его команда быстро выстроились в боевой порядок и несколькими стратегическими ходами смогли уничтожить червя-шейкера. Тем временем в столице заговорщики узнали о поражении червя. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, они обрадовались, что рыцари-силуэты оказались достаточно сильны, чтобы противостоять их атакам. В другом месте Эдди закатил истерику, расстроенный отсутствием Эрни. Через несколько минут молотобой объявил о прибытии Эдгара и остальных. Эдди и Арчи выбежали на улицу, надеясь увидеть Эрни и его силуэт ночь. К сожалению, им сообщили, что Эрни остался с маркизом, чтобы закончить кое-какие дела. Маркиз Декарт тем временем все больше беспокоился об успехах Эрни. Он знал, что такие достижения могут вызвать зависть и интриги, и не мог понять, в чем дело. Тем временем Стефания, старшая сестра Эдди, пришла в кабинет отца, чтобы поговорить с ним. Выпроводив всех из кабинета, она потребовала объяснить, почему он рассказал маркизу Декарду о проекте Эрни. Не успела она получить ответ, как сцена изменилась. В следующей сцене маркиз Декарт вызвал Эрни, чтобы обсудить механические и электрические аспекты его силуэта ночи. Эрни с радостью поделился своими знаниями, но не мог не пожаловаться на эфирный реактор, который, по его мнению, был слишком устаревшим для его более продвинутых разработок. Выслушав мальчика, Декарт прямо сказал Эрни, что присвоит себе все заслуги за его работу. Он спросил, согласен ли Эрни с этим.
К его удивлению, Эрни не стал возражать, что еще больше разозлило Декарда. Он не мог понять, почему Эрни не хотел признания. Когда Эрни попытался объяснить, Декард перебил его, подчеркнув важность своей работы и обвинив его в том, что тот недооценивает 300 лет усилий, которые были потрачены на предыдущие разработки. Эрни спокойно прервал его, сказав, что это еще не все, что будет дальше. В этот момент Декард глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Он вспомнил свои молодые годы, когда был таким же, как Эрни, полным жизни и новых идей. Заинтересовавшись, он спросил Эрни, что побуждает его с таким энтузиазмом заниматься этими проектами. Эрни просто ответил, что это его хобби, ничего больше, ничего меньше. После этого Декард наконец успокоился и позволил 12-летнему гению продолжить работу. Отец Ади устраивает встречу со своими детьми, чтобы объяснить, почему он организовал встречу Эрни с маркизом Декардом. К счастью, встреча проходит спокойно и без каких-либо зловещих намерений. Пока Декард наслаждается утренним кофе, Эрни достает свой дневник, в котором подробно описывает свои знания о ночах силуэта. Маркиз, пораженный глубиной знаний Эрни, решает оставить его у себя еще на несколько дней. Тем временем в мастерской Ади все больше расстраивается и закатывает истерики из-за отсутствия Эрни. Несмотря на все попытки успокоить ее, она решает вернуть Эрни и даже предлагает вломиться в крепость маркиза. Однако ее друзья отговаривают ее, предупреждая, что это может иметь серьезные последствия. Затем Дэвид предлагает мирный способ вернуть Эрни, что вселяет надежду в группу. Через несколько дней на деревню Дейри, часть королевства полей, нападает демон-зверь. Деревня посылает сигнал бедствия в столицу, и оттуда прибывают рыцари-силуэты, чтобы помочь. В это время таинственная женщина и ее приспешники, которых мы видели раньше, готовятся воспользоваться этим хаосом, чтобы посеять еще больше беспорядков и спровоцировать конфликт с Эрни. Но Эрни пока не знает о происходящих событиях. Тем временем Диит пилотирует своего недавно усовершенствованного рыцаря-гуманоида, тестируя его новые возможности, включая улучшенную броню и механику. Позже, когда Диита спрашивают о впечатлениях, он говорит Дэвиду, что улучшения настолько впечатляющие, что ему не хочется отдавать рыцаря Декарду. Но несмотря на это, он заканчивает свою ночную смену и приступает к дневным делам. Вскоре после этого Эдгар, Диетрих, Дэвид, Эдди и Арчи приезжают в каретах, нагруженных маленькими человекоподобными рыцарями, которые не сделал для них перед отъездом в крепость. Дэвид проверяет, есть ли у них разрешение на перевозку такой важной техники, и, к счастью, оно есть. Затем Эдгар, Диетрих, Дэвид, Эдди и Арчи вместе отправляются в крепость маркиза Декарда, сопровождая прототипы. После победы над демоническими тварями в деревне Дерри, ночные стражи отправляют гонца в столицу, чтобы доложить королю о ситуации. Но по пути на гонца нападает таинственная женщина и ее приспешники. Они убивают ночного стража, захватывают его рыцаря-силуэта и прячутся в каретах, продолжая путь к крепости Декарда. К ночи отряд Бронзового Клыка, группа женщины, прибывает в крепость и получает разрешение пройти внутрь. Оказавшись внутри, женщина и ее приспешники направляются прямо в мастерскую, где производятся новые модели рыцарей. Там они раскрывают свои истинные намерения, расстреливают рабочих и захватывают новые модели. Затем женщина из их группы устроила хаос в крепости, обстреливая здания и жилые районы из магических лазеров. В замке маркиз Декард и его правая рука обсуждали дальнейшие действия. Эрни предложил отправиться на поле боя, чтобы разобраться с рыцарями-призраками, но Декард, не желая рисковать жизнью Эрни, решил вместо этого послать свой элитный отряд, отряд молотобойцев. Отряд молотобойцев быстро собрался и выступил против таинственной женщины. Их командир бросился на нее, но леди Кирилл, та самая женщина, ловко уклонилась от его атак и отступила, довольная тем, что получила новую модель рыцаря. Когда злоумышленники сбежали из крепости, они встретили Эдгара, Диета и остальных, прибывших с новым снаряжением. Они хотели увидеть Эрни. Приняв их за подкрепление, Кэрол открыла огонь, запустив лазерные лучи в группу. Эдгар и Диет были вынуждены ответить, пока Дэвид уводил Эдди и Арчи в безопасное место. Диет вступил в бой с приспешниками Кэрол, а Эдгар погнался за самой Кэрол. Арчи и Эдди, не желая оставаться в стороне, присоединились к битве в своих костюмах-прототипах, но они почти опоздали. В конце концов, Диету удалось одолеть приспешников Кэрол, но из-за того, что он на секунду отвлекся, один из них вывел из строя его меха.
Тем временем Арчи и Эдди догнали Эдгара и объединили силы, чтобы преследовать вора, укравшего их меха. Эрни, с другой стороны, начал беспокоиться из-за своего бездействия. Решив помочь друзьям, он решил присоединиться к битве, но беспокоился, что у него нет собственного меха. Но как только он начал терять надежду, он увидел, что к крепости подъезжает Дэвид на своей карете. Воспользовавшись моментом, Эрни быстро спускается к вагону и берет под контроль последний оставшийся в живых мех. Он точно управляет маленькой машиной, вручную выводя из строя вражеские мехи один за другим. Зачистив территорию, Эрни сообщает о своем новом плане по возвращению украденного Тесселла, готовый возглавить свою команду на следующем этапе миссии. Услышав о ситуации, Эрни немедленно приступает к делу. Тем временем Кэрол и один из ее сообщников продолжают бежать к границе вместе с Эдгаром, Арчи и Эдди, которые преследуют их по пятам. Разочарованные непрекращающейся погоней, Кэрол и ее напарник решают развернуться и дать бой преследователям. Кэрол сражается с Эдгаром, а ее сообщник пытается вывести из строя остальных. Однако Арчи ловко заманивает сообщника в ловушку, которую он случайно устроил ранее. Сообщник попадает в ловушку и падает в близлежащее озеро, где его мех выходит из строя. Бой продолжается. Кирилл одерживает верх над Эдгаром. Ей удается одолеть его, прижав к земле, а затем прорезает дыру в его ухе, разрывая металл. Удовлетворенная своей атакой, она сбегает с украденным Тесселом. Вскоре после этого Ди и остальные прибывают к месту, где был Эдгар, и быстро оказывают ему помощь. Они решают преследовать Кирилла и вернуть Тессел, но внезапно их атакует орда демонических тварей. Всем приходится прекратить погоню и сосредоточиться на отражении атаки. Несмотря на превосходящие силы противника, им удается победить Орду за одну ночь, одержав нелегкую победу. Затем группа возвращается в столицу, где их встречают как героев. В замке маркиз Декарт и его правая рука размышляют, кто мог стоять за наемниками Бронзового Клыка. После долгих раздумий они пришли к выводу, что нападение, скорее всего, было организовано другой страной. Через несколько дней король вызывает Эрни и его команду во дворец. Там он объявляет о создании нового ордена, Ордена Серебряного Феникса. Перед этой элитной группой стоит задача исследовать и разрабатывать различные улучшения для королевских роботов. Король назначает Эрни главой этого нового ордена и призывает его продолжать свою новаторскую работу и создавать еще более совершенные роботы в будущем. Тем временем Эдди навещает Эдгара в больнице, где тот обещает ей, что так или иначе вернет украденный у нее Найт. По дороге домой Эрни видит во сне своих роботов. В этом сне его робот-эксклюзивная модель убегает от него, и это видение заставляет его проснуться. Он видит, что Эдди спит рядом с ним, и пытается разбудить ее, но она крепко спит. В конце концов он начинает ее дразнить, пока она не просыпается, к ее большому неудовольствию. Тем временем дизайн телемагазина отправляется в лабораторию Найт для дальнейшего изучения. Ученые пытаются разгадать алгоритм, лежащий в основе кристаллической ткани, к большому разочарованию своего начальника Гасы. Раздраженный медленным прогрессом, Гаса срывается на свою команду. Через несколько минут приходит директор лаборатории Олвер и слегка подшучивает над Гасой за его очевидное непонимание дизайна телемагазина. Гаса, чувствуя себя загнанным в угол, быстро извиняется, избегая дальнейших вопросов. Той ночью Гаса клянется сделать что-то, что восстановит веру короля в их работу, считая, что это единственный способ превзойти Орден Серебряного Феникса и вернуть себе положение. На встрече с королем маркиз Декарт делится результатами своего расследования о Бронзовых Клыках. Оказывается, наемники из королевства Акудин были посланы с целью нарушить мир между Финвиллом и соседними странами. Теперь, когда у врага есть один из их телепортационных камней, неизвестно, какие планы они вынашивают. Несмотря на это, король сохраняет оптимизм относительно того, что Эрни и его команда приготовили для нас. Новость о повышении Эрни быстро доходит до его семьи. Хотя они сначала удивлены, но в итоге гордятся и радуются за него. На следующий день Эрни приходит в мастерскую с новой версией миниатюрного робота-погрузчика. Этот робот предназначен для помощи сотрудникам мастерской в доставке тяжелого оборудования. Дэвид и остальные впечатлены последней разработкой Эрни. Эрни объясняет принцип работы робота и предлагает использовать миниатюрных рыцарей по своему усмотрению. Затем Эрни и его команда подписывают соглашение о сотрудничестве с рыцарями-маршалами, закрепляя его.
Вскоре после этого они получают сообщение от королевской семьи. Король организовал дружеский поединок между лабораторией рыцарей-силуэтистов и Орденом Серебряного Феникса, который состоится через 10 месяцев. За это время обеим сторонам нужно будет создать лучших механических роботов, которых они смогут, и продемонстрировать их королю и другим высокопоставленным чиновникам. Услышав эту новость, Эрни и его команда полны решимости превзойти самих себя. Почти сразу же Эрни представляет свои последние разработки и демонстрирует их команде. Пока остальные усердно работают над проектами, Эрни придумывает все более впечатляющие концепции, чтобы все были в восторге, когда начнется турнир. Следующие несколько месяцев будут наполнены напряженной работой и тестированием, ведь приближается большое событие. После окончания учебы Дэвид набирает новых сотрудников в мастерскую, чтобы они работали вместе с Орденом Серебряного Феникса. Во время собеседования Эдгар и остальные представляют новичков своему боссу Эрни, и все они поражены его молодостью и властным видом. После собеседования Эрни встречается с частным детективом, которого он нанял, чтобы найти предателя, который выдал их секреты врагу. Детектив сообщает, что она вычислила крысу среди студентов, но пока не выяснила, кто стоит за инцидентом с телемаркетингом. Эрни благодарит ее за усердную работу и просит продолжать расследование. Эдди, которая подслушивала их разговор, ревнует к тому, что Эрни уделяет внимание детективу. Как только детектив уходит, Эдди врывается в комнату и требует, чтобы Эрни разрешил ей управлять силуэтом ночи. К ее удивлению, Эрни без колебаний соглашается. В следующей сцене Эрни запускает свое последнее изобретение, но эксперимент идет не по плану, и происходит взрыв, в результате которого он улетает в лес. Его коллеги бросаются за ним и находят его без сознания внутри поврежденной машины. Когда Эрни приходит в себя, он сразу же начинает обсуждать, как улучшить машину. Но друзья уговаривают его отдохнуть и напоминают, что Дэвид будет в ярости, когда узнает, что еще одно изобретение Эрни уничтожено. Вернувшись в мастерскую, Эрни и его друзья рассказывают Дэвиду о случившемся. Как и ожидалось, Дэвид отчитывает Эрни за то, что тот сломал такую многообещающую машину, и советует ему сдерживать свой новаторский пыл, пока они не смогут оправиться от потери. Эрни, не теряя времени, делится своей следующей грандиозной идеей – машиной, управляемой и заряжаемой с помощью магии двух человек. Через несколько дней новая машина готова, и Эрни разрешает Арчи и Эдди опробовать ее. Как и ожидалось, первое испытание проваливается, но это только подстегивает Эрни к дальнейшим улучшениям. Пока мальчики занимаются тяжелой работой, Хби отводит Эдди к реке, чтобы она искупалась и освежилась. Пока они наслаждаются прохладной водой, Эрни и остальные работают в мастерской. Эрни разрабатывает систему ключей, которая гарантирует, что управлять рыцарями сможет только владелец ключа, и отдает один из прототипов ключей Эдгару. Эдгар тестирует ключ и находит несколько недочетов, которые нужно исправить. Не испугавшись прошлых неудач, Эрни и его команда удваивают свои усилия, постоянно работая над дизайном, пока наконец не наступает день спарринг-матча. В день соревнований Газа и его команда первыми представляют своих рыцарей-силуэтов. Хотя рыцари оснащены новым программным обеспечением и механикой, их общий дизайн кажется устаревшим. Газа подробно рассказывает о новых функциях королю, который внимательно слушает, прежде чем похвалить Газу за его старания. Затем король предоставляет слово Ордену Серебряного Феникса. Эрни и его команда эффектно появляются, демонстрируя своих рыцарей с двойным управлением, которые по форме и функциям напоминают центурионов. Впечатляющая машина врывается на арену и представляет других рыцарей, которых они создали ранее. Король и все присутствующие восхищены сложностью и изобретательностью конструкции, им не терпится увидеть, на что способны рыцари Эрни. Перед началом битвы каждый участник, выступающий в качестве ночного бегуна, выходит вперед, чтобы представиться королю. Король Амброзиус из Фемеля готовит 4 роботов Эрни к бою с 6 роботами Газы. Вместо того, чтобы испугаться неравных сил, Эрни взволнован тем, что наконец-то участвует в битве, которую он ждал 10 месяцев. Наблюдая со стороны, принц Райс, сын наследного принца Лемуса, возвращается в королевство по приказу короля. Перед встречей с дедом принц задерживается у арены, чтобы посмотреть на разворачивающуюся битву. Через несколько мгновений король дает команду начинать. Команда Эрни бросается вперед, заставая бегунов Газы врасплох.
Все удивляются, когда Эрни активирует свой супер-турборежим, и его робот начинает двигаться с невероятной скоростью. Одним быстрым маневром Эрни сбивает с ног одного из бегунов Газы, а остальных оставляют его товарищам по команде. Эдди и Арчи пилотируют Центуриона, используя стратегию, чтобы разделить вражескую команду пополам, чтобы каждому отряду было легче справиться с противниками. План отлично срабатывает, когда Эдгар и Дитрих ждут сигнала, чтобы вступить в бой. Когда сигнал поступает, они бросаются в бой, нападая на вражеских бегунов и доводя битву до захватывающего финала. Эдгар, опираясь на свой богатый боевой опыт, выходит вперед, чтобы сразиться с бегунами, умело используя свой молниеносный цеп, чтобы одолеть одного из рыцарей. Его стратегия ясна. Он должен дать Эрни время восстановить потерянную ману. Тем временем рыцари Газы начинают приспосабливаться к своим новым противникам, быстро осваивая тактику Эдгара и Дитриха. Однако они не знают, что эти двое просто тянут время, давая Эрни драгоценные секунды, чтобы восстановить силы. Король, внимательно наблюдающий за происходящим, не может не восхищаться упорством и мастерством рыцарей Газы. Битва становится все ожесточеннее, а команда Эрни с трудом поспевает за рыцарями Газы. Но когда кажется, что чаша весов вот-вот склонится в их сторону, Эрни заканчивает восстанавливать свою ману. Он возвращается на поле боя с новыми силами и быстро побеждает рыцарей Газы, принося победу своей команде. Король останавливает бой и объявляет команду Эрни победителем. Все собираются вместе, чтобы поблагодарить друг друга и выразить уважение. После дружеской беседы Амос спрашивает о юном гении, возглавляющем Орден Серебряного Феникса. Газа, заинтригованный всем, что он слышал об Эрнесте, спешит встретиться с ним. Когда они наконец встречаются, то разговаривают как старые друзья, несмотря на то, что знакомы совсем недавно, и обсуждают свои общие увлечения «Силуэт ночи». Тем временем Олвер и Амброзиус обсуждают инновационные разработки Эрни, и Амброзиус решает доверить доработку этих новых концепций своей лаборатории, оставив основную часть творческой работы Эрни и его команде. Вдохновленный разговором с Эрни, Газа вновь обретает интерес к «Силуэт ночам» и чувствует, что готов продолжать свою работу. Проходит 2 месяца, в течение которых обе стороны усердно работают над улучшением своих недавних построек. В это время Амброзиус просит о встрече своего сына Лиамуса и внука принца Райза. Когда они собираются, он делает важное заявление. После 36 лет правления королевством Фенхель, он решил отречься от престола и передать корону наследному принцу Лемусу. В то же время Эрни и его команда заканчивают среднюю школу, обретая полную свободу в выборе своего будущего. Эрни впервые встречает принца Райза, представляется ему и быстро находит с ним общий язык. Вскоре к ним присоединяется Амброзиус и просит Эрни создать ночи силуэтов для него и его внука. Эрни, всегда готовый к новым вызовам, соглашается и спрашивает, что они хотят. Услышав их пожелания, он сразу же приступает к работе над новыми машинами. Через сезон ночи силуэтов были готовы. Эрни создал 2 похожие модели, одну золотую, а другую серебряную. Однако, когда Амброзиус и Райс выбирают золотого рыцаря, между ними возникает разногласие. Чтобы решить проблему, они решают устроить поединок. Поединок проходит на частной арене, где присутствуют только Эрни и Эдди. Эрни лично видит, как король Амброзиус мастерски владеет копьем. Согласно легенде, короля Амброзиуса боялись даже демоны за его мастерство в бою, и очевидно, он не утратил своих навыков. Эдди и Эрни с восхищением наблюдают, как король демонстрирует свои старые трюки. Но принц Райс тоже не промах. Он использует свою ловкость и силу, чтобы уклоняться от мощных атак деда. В конце концов, Райс одерживает победу, получая право оставить себе золотого рыцаря, а Амброзиус признает свое поражение и забирает серебряного. Тем временем в другом месте назревает беда. Орда демонов направляется к одному из самых секретных и важных мест королевства – Вальхейму. Король узнает о нападении орды демонов-ракушечников и прерывает свою ежегодную конференцию. Он быстро собирает экстренное совещание со своими генералами, чтобы обсудить стратегию борьбы с грозным врагом. Орда демонов-муравьев, одна из самых опасных во всем Феннеле, представляет собой колонию,
где отдельные муравьиные демоны собираются вокруг главной особи, называемой королевой. Когда приходит время атаковать или добывать пищу, муравьиные демоны отделяются от своей королевы, пряча ее в безопасном месте, и идут в наступление. Во время совещания король интересуется, как обстоят дела у рыцарей-силуэтов, размещенных в Вальхайме, и получает заверение, что они уже выстроили оборонительную линию, чтобы сдержать муравьиных демонов. После совещания король вызывает Эрни и его команду, чтобы проинформировать их о ситуации. Когда они собираются, он объясняет серьезность угрозы и важность Вальхайма. Эрни, заинтересовавшись, спрашивает, почему король так защищает это место. Король отвечает, что в Вальхайме производят эфирные реакторы. Услышав это, Эрни понимает, в чем дело. Он без колебаний приказывает своей команде подготовиться к защите места, где производят эфирные реакторы, осознавая всю важность их миссии. В этот критический момент рыцари Сильха, защищающие Альхайм, терпят поражение, один за другим сдаваясь под натиском муравьиных демонов. Но в самый отчаянный момент, когда ситуация кажется безвыходной, в последний момент прибывает Орден Серебряного Феникса и уничтожает армию муравьев. Амос, управляя своим Золотым Рыцарем, одним мощным ударом уничтожает значительную часть муравьиных демонов. Король, видя, что ситуация меняется, присоединяется к битве и советует Эрни и его команде отправиться в лес, чтобы найти и уничтожить муравьиную королеву, пока он и остальные будут сдерживать оставшихся муравьев. Эрни благодарен за предоставленную возможность и ведет свою команду в густой лес, по пути уничтожая небольшие группы муравьев. Они активируют турборежим и спешат к тайному логову королевы. Когда они приближаются к убежищу, группа обсуждает последние обновления, которые Эрни внес в свой новый дизайн рыцаря-силуэта. Их разговор прерывается, когда внезапно появляется муравьиная королева, грозная и уродливая, и на мгновение выводит их из равновесия. Но Эрни быстро приходит в себя и атакует ноги королевы. Когда эта тактика не срабатывает, он переключается на ее уязвимый яйцеклад, понимая, что это ее слабое место. Уничтожив яйца королевы, они приводят ее в ярость, и она отчаянно пытается их убить. Воспользовавшись моментом, Эрни ловко отрубает ей одну ногу, и королева падает. Когда королева обездвижена, он быстро достает громоотвод и бьет им королеву в глаз. Пропустив мощный разряд молнии через громоотвод, он успешно выводит из строя ее мозг и наносит последний удар, который завершает битву в Альхейме. После победы над королевой Эрни и его команда с триумфом возвращаются в крепость. Когда группа обсуждает свою победу, король выполняет обещание, данное Эрни. Он приказывает директору Алверу устроить для Эрни персональную экскурсию по секретной деревне Альхейм, где находятся легендарные эфирные реакторы. На следующий день Олвер ведет Амброзиуса и Эрни через горы к скрытому городу. По пути Ульвер рассказывает об истинном происхождении жителей деревни. Эти люди, объясняет он, редкая и особенная порода, их продолжительность жизни может достигать 500 лет, и они обладают гораздо большим запасом маны, чем обычные люди. Их вечная молодость и обширные знания позволили им создать такие чудеса, как эфирный реактор. Эрни поражен, узнав о существовании такого уникального сообщества. Он расслабляется и наслаждается путешествием, с нетерпением ожидая чудес, которые ему предстоит увидеть. Вскоре троица прибывает в потрясающий город Ульфхейм. Там их знакомят с великой старейшиной Ульфхейма Китли. Амброзиус выходит вперед и представляется. Китли сразу же узнает его и тепло приветствует. Затем она поворачивается к Эрни и благодарит его за важную роль в победе над ордой демонов. Когда она спрашивает, чего он хочет, Эрни скромно просит научить его создавать эфирные реакторы. Однако Китли становится настороженной и предупреждает Эрни, что он никогда не достигнет их уровня знаний. Но Эрни не пугают ее слова, и его решимость только крепнет. После минутного раздумья Китли соглашается на просьбу Амброзиуса и позволяет Эрни начать обучение. Взволнованный этой возможностью, Эрни с энтузиазмом погружается в учебу. Он узнает, что обменный кристалл, который используют альхеймцы для получения маны, требует сложного процесса заклинания и искусственной крови, созданной с помощью специального сценария под названием АА, который улавливает эфир из воздуха и превращает его в ману. Режиссер Ульвер показывает сложную работу эфирного реактора, и Эрни, очарованный, засыпает его вопросами о каждой мелочи. Пораженный неутолимой любознательностью и преданностью Эрни, король предоставляет ему доступ к ядру альхеймских технологий, сердцу Бехова и матери королеве Ант.
Эрни выражает свою глубокую благодарность и начинает интенсивное изучение эфирных реакторов, пока его команда остается в Альхейме и терпеливо ждет, когда он закончит обучение. Через 3 месяца Эрни возвращается к старейшине Китли, которая благодарит его за почтительный и мирный визит и обещает встретиться с ним снова в будущем. Эрни, полный благодарности, прощается с ней и возвращается к своим друзьям, готовый вернуться в крепость. По возвращении они сразу же возобновляют производство своих силуэтных ночей. В один из таких дней к Эрни приходит личный следователь с важной новостью. Она сообщает ему, что одна страна планирует развязать новую войну, чтобы уничтожить Запад. Эрни благодарит ее за ценную информацию и просит продолжать собирать разведданные. Когда она выходит из кабинета Эрни, Ади снова встречает ее и, охваченная ревностью, обвиняет следователя в том, что она пытается увести у нее Нести. Следователь, которую зовут Нора, спокойно заявляет, что у нее нет таких намерений, и объясняет Ади, что она не интересуется Нести в этом смысле, и уверяет ее, что Нести принадлежит только ей. Несколько дней спустя была наконец завершена первая личная силуэтная ночь Эрни и Каруга. Эта удивительная машина работала на 2 эфирных реакторах. Один был от Бегемота, а другой от Сердца Королевы. Желая испытать свое новое творение, Эрни подготовил пробный запуск, пока королевство Фремель продолжало работу над созданием новых силуэтных рыцарей. Тем временем королевство Задек, известное своим стремлением к войне, готовилось к нападению на соседнюю федерацию. В одной из сцен Карас, первый сын короля Задека, произносит воодушевляющую речь перед своими воинами, поднимая их боевой дух и готовя к предстоящим сражениям. Его план состоит в том, чтобы силой захватить соседние государства. Месяц спустя федерация пала под натиском Задека, что вызвало шок во всем регионе и привело к тому, что государство сельскохозяйственных и Эйлде Траер было приведено в полную боевую готовность. Сельская Ха и Эйлде Траер, королевство, граничащее с федерацией, находится под властью короля Августа Ивола. Услышав ужасные новости о падении Федерации, герцог Август выходит из военного кабинета, глубоко обеспокоенный тем, что это может означать для его королевства. Его дочь Леонора замечает, что отец чем-то расстроен, и подходит к нему, спрашивая о слухах о войне, которые она слышала. Несмотря на беспокойство, Август заверяет ее, что у него все под контролем. Однако его опасения не беспочвены. Рыцари из Кушары, которые сражались с войсками Задека, были быстро разбиты всего за один день. Следующей целью Задека был Траер. В ответ король Август быстро укрепил оборону и призвал рыцарей из соседних федераций прийти на помощь своему королевству, надеясь собрать достаточно воинов, чтобы противостоять армии Задека. Но Задек обладал секретным оружием, летающим военным кораблем. Под покровом ночи несколько парящих кораблей с рыцарями Торонто пролетают над стенами сельскохозяйственных и Эйлда Траера и высаживают свои войска прямо на территории Августа. Рыцари Торонто, приземлившись, сеют хаос по всему городу. Несмотря на все усилия, войска сельскохозяйственных и Эйлда Траера не могут остановить безжалостный натиск. Даже леди Карил присоединяется к армии Торонто, возглавляя атаку и уничтожая большую часть обороны Августи. Понимая, что ситуация критическая, король Августи призывает свою дочь бежать из города вместе с 2 другими знатными женщинами, чтобы обеспечить ее безопасность. Неохотно, но Леонора соглашается, но когда они пытаются сбежать, она сомневается, стоит ли оставлять отца. Однако ее спутницам удается убедить ее, что она должна выжить ради будущего Кушары. Тем временем в городе король Августи сражается с Кристобалем, вторым сыном короля Задека, в отчаянной попытке выиграть время для побега Леонары. Несмотря на все усилия, Августи терпит поражение и погибает от рук Кристобаля. Новости о падении Кушары быстро доходят до короля Задека, который поручает своей сестре Каталине захватить регион. Тем временем Леонара и ее спутницы, теперь уже беглянки, останавливаются на границе Кушары. Стражники задерживают их, а затем и саму принцессу. На следующий день Эрни и его команда прибывают к воротам Кушары, чтобы доставить товары королю. Однако их встречают с подозрением и тщательно допрашивают стражники у ворот, которые настаивают на досмотре их груза. Эрни, Имраз и остальные терпеливо ждут подходящего момента, чтобы раскрыть свои истинные намерения. Убедившись, что королевство действительно пало и Леонара в плену, они начинают действовать. Имраз быстро забирается в своего золотого рыцаря, а Эрни, используя только что собранного Икаругу, атакует вражеских рыцарей.
Битва ожесточенная, но благодаря превосходящим технологиям и навыкам Эрни ему удается одолеть силы Зодека. Когда пыль уляжется, Эрни и его команда выйдут оценить ущерб. К своему ужасу они обнаружат, что армия Зедека использовала дизайн телемагазина, который ранее украла леди Крил. Это открытие только укрепит решимость Эрни превзойти их. Он приказывает своей команде собрать всех разбитых рыцарей, чтобы использовать их материалы для подготовки к тому, что он называет своим маленьким крестовым походом. Миссии по поиску и спасению пленников Зедека. Позже той же ночью Кристобаль, второй сын короля Зедека, встречается с Леонорой и требует, чтобы она стала его женой, чтобы он мог претендовать на трон. Леонора пытается отказаться, но Кристобаль не оставляет ей выбора, угрожая, что ее согласие – единственный способ спасти ее королевство. Когда он выходит из комнаты, его приспешник сообщает ему о повстанческой группировке, которая систематически уничтожает их отряды по всей стране. Кристобаль раздражен и приказывает своему генералу быстро разобраться с проблемой, чтобы не допустить дальнейших срывов их планов. Когда они идут по коридору, леди Карил из Бронзового Клыка предлагает свою помощь в подавлении угрозы повстанцев. Генерал, которому нечего терять, разрешает ей действовать по своему усмотрению. Тем временем Нора-шпионка подслушивает разговор Кристобаля и тайно докладывает обо всем Эрни. Услышав это, Эрни и его команда немедленно начинают планировать дерзкую спасательную операцию, чтобы вызволить Леонору из лап злобного Кристобаля. В это же время один из военных кораблей Зедека наконец-то находит Эрни и его команду. Они некоторое время следят за ними, выжидая, прежде чем начать прямое столкновение. Почувствовав неизбежную схватку, команда Эрни наносит первый удар, и армия Зедека отвечает. Все быстро надевают доспехи и готовятся сражаться за свою свободу. Диет оказывается в самой гуще битвы, лицом к лицу с Густавом, грозным рыцарем из Зодека. Густав использует скорость своего коня, чтобы атаковать Диета. Но Диет умело защищается и в конце концов побеждает Густава, вынуждая его и его людей отступить. Привязавшись к кораблю, Густав и его люди быстро улетают, оставляя команду Эрни позади. На корабле леди Карил насмехается над Густавом за то, что он проиграл такому, как Диет. Густав хоть и раздражен, но все же благодарит ее за помощь, обещая, что больше она ему не понадобится. После стычки с кораблем Зодека Эрни и Адам решают отправиться в торговый город Фонтейн, расположенный к востоку от королевства Кошара. Прибыв туда, они переодеваются в обычных путешественников и пробираются в город. Но они обнаруживают, что город пугающе пуст, на улицах нет ни души. Осмотрев несколько улиц, они возвращаются в свое убежище. Встретившись с остальными членами команды, Эрни и его люди проверяют свои миниатюрные летающие машины, чтобы убедиться, что они в отличном состоянии для предстоящей спасательной операции. Когда все готово, они отправляются спасать Леонору и ее свиту. Пролетая над крышами Фонтейна, они наконец видят вдалеке 4 башни Королевского дворца. Нора рассказывает Эрни и остальным о системе безопасности в каждой башне, помогая им разработать план незаметного проникновения. Так как они не знали, в какой башне держит Леонору, они разделились на 4 группы, каждая из которых должна была проникнуть в отдельную башню и спасти принцессу и ее свиту. Эрни взлетает на первую башню и видит там Мартину, жену герцога Фернандо, которая ждет своей участи. Он быстро представляется и объясняет, что ему нужно. Прежде чем стражники успевают среагировать, Эрни уже уносит Мартину в безопасное место. Тем временем Амрия проникает в другую башню и спасает свою сестру Эситу. Эдди же находит третью башню пустой. В четвертой башне Арчи обнаруживает настоящую принцессу Леонору в темной комнате. Они начинают разговаривать, но тут стражники поднимают тревогу. Арчи быстро соображает и предлагает Леоноре свою помощь, уговаривая ее пойти с ним. После недолгих уговоров она соглашается, и Арчи уносит ее из башни в лес, где их ждет остальная группа. Там Леонору встречают ее люди, и они быстро убегают в безопасное место. Узнав о проникновении, генерал из Зодека немедленно приказывает флоту военных кораблей преследовать и захватить нарушителей. Лорд Годжас, гений нации и создатель военного корабля, решает присоединиться к погоне, желая увидеть, кто осмелился проникнуть в их крепость. Преследуя преступников, лорд Годжас предвкушает встречу с достойным врагом. На следующий день военный корабль Годжаса наконец догоняет Эрни. Когда корабль приближается, Эрни едва сдерживает волнение. Не раздумывая, он садится в своего рыцаря и летит прямо на вражеский корабль, готовый к бою.
Годжас тоже потрясен, увидев рыцаря в летающем силуэте, и немедленно приказывает своим людям сбить его любой ценой. К несчастью для них, мастерство Эрнии и сила его рыцаря оказываются слишком велики. Он быстро уничтожает всех вражеских рыцарей и заставляет корабль Задека бежать. Разгневанный поражением, Годжас клянется превзойти Эрни и вернуть небо для Задека. Тем временем Кристобаль, второй сын короля Задека, приходит в ярость, узнав о сокрушительном поражении своих военных кораблей. Поначалу он скептически относится к рассказу Годжаса о битве и невероятной силе рыцарей Эрни. В ярости Кристобаль приказывает военному генералу подготовить еще одну партию рыцарей, чтобы выследить и уничтожить отряд Эрни. Через несколько часов Эрни и его команда прибывают в Нишер, на станцию Старого шоссе. Там они встречаются с инженерами-механиками и представляют принцессу Леонору остальным. После знакомства Эрни приступает к делу с Мартиной и другими старейшинами города. Он предлагает обмен, усовершенствование их рыцарей-силуэтов для повышения огневой мощи и выносливости в обмен на остатки рыцарей-силуэтов противника. Впечатленная его предложением, Мартина соглашается на сделку, предоставляя Эрни полную свободу действий с техникой противника. Вскоре Кристобаль и его военный генерал осаждают Нишер, намереваясь уничтожить Эрни и его команду. Однако защитники готовы к этому. Они выпускают мощные магические лазерные лучи, вынуждая войска Задека отступить в свое королевство. Тем временем Эрни и его команда продолжают свои исследования, изучая новые методы усовершенствования рыцарей-силуэтов, чтобы лучше сражаться с грозными военными кораблями Задека. В более спокойное время Леонора, М и Мартина садятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Принцесса, глубоко опечаленная потерей своей семьи, выражает нежелание занять трон Кишары. М должен поднять ей настроение. Он возвращается к Эрни и остальным, чтобы узнать, как сделать принцессу снова счастливой. После долгих раздумий они придумывают план. Арчи, ее первый рыцарь, подходит к ней, чтобы подбодрить. Но Леоноре, измученной войной и кровопролитием, трудно найти в себе силы радоваться. Арчи не сдается и предлагает ей прогуляться по мастерской. Они проводят вместе весь день, и к вечеру Леонора спрашивает Арчи, почему он так добр к ней. Арчи отвечает просто, что она для него особенная, не больше и не меньше. В ту же ночь Каталина поручает леди Карил и ее приспешникам новое задание – найти рыцарей силуэтов и вернуть принцессу Леонору, живую или мертвую. Сначала Карил отказывается, понимая, что это будет непросто. Но Каталина делает ей предложение, от которого она не может отказаться, и Кэрол тут же берется за дело. Той же ночью Кэрол посылает одного из своих наемников убить принцессу во сне. К несчастью для наемника, Арчи ловит его на месте преступления и обезвреживает. Тем временем другие наемники проникают в мастерскую, чтобы захватить контроль над рыцарями-силуэтами. Они не знают, что Эрни и его команда устроили ловушки и ждут подходящего момента для удара. Когда наемники попадают в ловушку, команда Эрни вступает в бой и быстро возвращает контроль над рыцарями. Разгневанная неудачей своего подчиненного, Карил решает сразиться с врагами лицом к лицу. Она встречает Эдгара и его графа Камбера, которые выслеживают ее. Уверенная в своих силах, она нападает, думая, что победа будет такой же легкой, как и раньше. Но на этот раз Эдгар готов. Из-за своей самоуверенности Карел бросается в атаку, и Эдгар пользуется этим, чтобы повернуть ход битвы в свою пользу. На следующий день Леонора искренне благодарит Эрни и его команду за то, что они снова ее спасли. На этот раз она решает взять на себя ответственность и взойти на трон своего отца. Тем временем Кристобаль получает важную информацию от своей сестры Каталины, что укрепляет его решимость окончательно разгромить Эрни и его команду инженеров. Он собирает своих рыцарей и отправляется в Нишер с внушительным флотом из 7 военных кораблей, сам находясь на одном из них. По пути они безжалостно уничтожают несколько небольших городов в королевстве подушек, прежде чем отправиться к городу принцессы. Флот Кристобаля приближается к Нишеру под покровом ночи, надеясь застать город врасплох. К их удивлению, в городе царит зловещая тишина. Когда они приближаются, Эрни подает сигнал к атаке. Почти сразу же Арчи, Эдди, Хаммер и другие запускают в небо копья, пробивая военные корабли. Первый залп сбивает корабли номер 5 и 7.
Не растерявшись, команда Эрни быстро перезаряжает оружие и продолжает стрелять. Лорд Годжас, наблюдающий за битвой с головного корабля, поражен неожиданной стратегией Эрни. Когда корабли Задока получают серьезные повреждения, они вынуждены задействовать своих рыцарей из Торонто. Как только вражеские рыцари приземляются, Эдгар и остальные выходят из укрытия, готовые вступить в бой. Эрни, воодушевленный, садится в свой устрашающий Икаруга и взмывает в небо, направляясь прямо к военным кораблям. Годжес наблюдает, ругаясь себе под нос, как Эрни уничтожает еще 2 корабля. Генералы Кристобаля убеждают его отступить, но гордость не позволяет ему это сделать. Вместо этого он приказывает своим людям на земле продолжать наступление на город, чтобы захватить принцессу. Выпускает своего золотого рыцаря, уничтожая еще больше солдат Кристобаля. Вскоре Арчи, Эдди и Эрни присоединяются к битве на земле, яростно сражаясь, чтобы защитить город. В конце концов, Кристобаль вынужден отступить, но поражение сильно его угнетает. Когда его корабль отплывает, Годжес, вместо того, чтобы преследовать его, приказывает своим людям оставаться на месте и наблюдать. В этот момент команда Эрни выпускает еще один залп из копий, замедляя корабль Кристобаля. Воспользовавшись моментом, Эрни бросается вперед и цепляется за корабль. Укрепившись на месте, он готовится уничтожить военный корабль раз и навсегда. Наконец, когда битва достигает своего пика, Кристобаль выходит из своего корабля, управляя своим рыцарем-силуэтом. Он поднимается на палубу, готовый сразиться с Эрни лицом к лицу. Они вступают в ожесточенную схватку, и Эрни использует всю мощь своего меча. Во время боя Кристобаль на мгновение останавливается, пытаясь убедить Эрни перейти на его сторону. Но Эрни твердо отказывается, подчеркивая свою непоколебимую верность королевству Фремель. Поняв, что Эрни не переубедить, Кристобаль выходит из себя и проклинает его. Сохраняя самообладание, Эрни предлагает Кристобалю сдаться, говоря, что если он слезет с коня и сдастся, то останется жив. Разъяренный предложением сдаться, Кристобаль принимает опрометчивое решение. Он стреляет в корпус своего корабля, чтобы погибнуть вместе с ним, но не признать поражение. Когда корабль начинает разрушаться, генерал и лорд Годжес в шоке наблюдают за этим, не веря, что их принц готов уничтожить себя, чтобы сохранить свою гордость. Понимая, что продолжать бой бесполезно, они отступают, решив, что еще повоюют в другой раз. На следующий день герои-победители возвращаются в Нишер, где их встречает королева Леонора. Увидев, что Арчи ранен, Леонора волнуется и сразу же обрабатывает его раны, показывая, как сильно она о нем беспокоится. Тем временем, узнав о смерти своего брата Кристобаля, Каталина клянется отомстить. Она предоставляет Гаясу доступ ко всем ресурсам, которые ему нужны для создания совершенного оружия, чтобы заставить виновных заплатить. После смерти принца армия Задека вынуждена отступить в свое королевство. С другой стороны, народ Фонтейна чествует Леонору и ее рыцарей, которые вернули свои земли, отвоевав их у врага. Во время торжественной церемонии Арчи официально присягает на верность Леоноре, и она обращается к собравшимся. В своей речи она предлагает себя и своих рыцарей в помощь в восстановлении страны, обещая сделать ее сильнее, чем когда-либо. После празднования Эрни и его команда возвращаются к работе. Во время своих исследований Эрни обнаруживает странный зеленоватый материал, который он называет эфиритом. Этот материал, как узнает Эрни, был изобретен Гоисом и обладает удивительной способностью создавать собственный эфир и преобразовывать его в ману. Это означает, что их военным кораблям и рыцарям больше не нужно черпать эфир из воздуха для получения энергии. Очарованный этим открытием, Эрни понимает, что именно так были созданы левитационные корабли, и признает Гаяса настоящим гением, надеясь однажды с ним встретиться. После того, как Эрни спасает обломки вражеских кораблей и рыцарей, он возвращается во дворец по официальному приглашению Леоноры и Мартины. По прибытии Мартина благодарит Эрни за все, что он сделал, и просит передать ей останки рыцарей-силуэтов, чтобы они могли использовать их для создания своей армии. Эрни соглашается, но только при условии, что они помогут ему и его команде восстановить их собственные рыцари-силуэты. Мартина не видит проблем в этом предложении, и они приходят к соглашению. Тем временем Дэвид и Хаммер шутят, что их не пригласили на праздник, а остальные веселятся с королевой. В течение следующих нескольких месяцев Кушанам, с их недавно усиленной армией рыцарей-силуэтов, удается оттеснить войска Задек на их границы.
После финальной битвы с последними остатками армии Задек, Эрни и его команда отдыхают на равнинах Нишера. Пока они отдыхают, они замечают приближающийся издалека странный военный корабль. Вскоре становится ясно, что вернулся военный генерал, жаждущий отомстить за смерть принца Кристобаля. Когда корабль приближается, военный корабль Гаджаса, известный как Виор, стреляет в них мощным лазерным лучом. Эрни и его команда едва успевают увернуться от атаки, но Эрни, как всегда стратег, рад столкнуться с настоящим испытанием. Он быстро готовится к встрече с Гаджасом и его людьми. Внимательно изучив вражеский корабль, Эрни понимает, что он построен по образцу дракона, что позволяет ему маневрировать с большей легкостью. Но Эрни не сдается. Он приказывает своей команде контролировать толпу и не допускать паники, пока он сражается с Виором. Военный генерал, такой же решительный, приближается к Эрни, намереваясь сразить его. Эрни умело уклоняется от всех атак, используя это время, чтобы изучить движение корабля. Тем временем на земле Густав вступает в ожесточенный поединок с Дитом, и оба рыцаря яростно скрещивают мечи. Дит держится, выжидая подходящий момент для контратаки. В это же время Арчи и Эдди бросают копья в воздух, чтобы отвлечь Виор, и создают возможность для Эрни. Воспользовавшись моментом, Эрни наносит удар, повреждая левый борт корабля. Пока Эрни продолжает атаковать, Вивер вынужден нырнуть вниз, теряя высоту. Но генерал не сдается. Он восстанавливает контроль над кораблем и снова нападает на Эрни, решив продолжить бой. Ди, изо всех сил стараясь не отставать от Густава, который атакует быстро и безжалостно, выжидает момент для удара. Наконец он наносит удар своей молнией, используя всю оставшуюся ману. Этой мощной атаки достаточно, чтобы полностью уничтожить рыцаря Густава, и это становится решающим моментом в их поединке. Тем временем битва в небе продолжается, и Эрни уворачивается от атак Вевера, оказываясь слишком быстрым и ловким для вражеского корабля. Он методично ослабляет защиту Вевера, опережая каждый ход генерала. В отчаянии генерал решает использовать свой козырь. Он выпускает облако желтой пыли, состоящее из металлических осколков, соли и серы. Смертельная смесь, которая может вывести из строя любой реактивный двигатель. Эрни, не подозревая об опасности, летит прямо в облако. Эффект мгновенный. Его икоруга теряет тягу и падает на землю. Эрни быстро приходит в себя, а генерал, воспользовавшись моментом, выпускает в него последний луч маны. Эрни видит приближающуюся атаку и успевает ответить таким же лучом маны. Но у Вевера больше нет маны, и генерал вынужден отступить, завершая бой ничьей. Эрни и его команде остается только признать, что их враги могут быть такими же сильными, если не сильнее, чем они сами. Решив не допустить подобных уязвимостей в будущем, Эрни обещает усовершенствовать реактивный двигатель, чтобы он был устойчив к подобным условиям. Он сразу же возвращается к чертежам и вместе со своей командой работает над улучшением конструкции. Вернувшись домой, генерал, теперь уже известный как Доротея, приходит в мастерскую Гахаса и видит, как тот устанавливает новое мощное устройство в свой Виор. Гохас с гордостью демонстрирует свое последнее изобретение – Кровавый Грааль, мощный эфирный реактор, способный уничтожить любого демона или реактивный двигатель. Доротео благодарит Гахаса за создание такого мощного оружия, уверенный, что оно поможет им одолеть Эрни в следующей битве. Тем временем Каталина ведет Густава в секретную комнату, где хранится ценная вещь королевской семьи – силуэт ночи, алкогольный напиток. Густав с благоговением смотрит на величественный напиток, и Каталина дарит его ему. В это же время Эрни собирает свою команду, чтобы обсудить план битвы. Он уверяет их, что уже установил фильтр на реактивный двигатель, который нейтрализует дым смерти, который раньше выводил из строя руку. Он призывает их следовать его примеру в предстоящей битве, уверенный, что они смогут победить врага. Хотя команда сначала сомневается в том, что нужно атаковать врага в лоб, Леонора вмешивается и обещает полную поддержку своей армии, чтобы помочь победить Задека. Ее решимость и целеустремленность вдохновляют команду, и они благодарят королеву за ее неоценимую помощь. В следующей сцене Леонора обращается к своему народу с пламенной речью, которая разжигает в них боевой дух. Она призывает их серьезно отнестись к следующей битве и ведет их с новой решимостью. После выступления Леонора встречается с Эрни и извиняется за то, что взвалила на него такую ответственность. Эрни, всегда веселый, немного подразнивает ее, и все смеются, прежде чем приступить к настоящей битве.
В последующие дни армия Кишары и рыцари-силуэты начинают полномасштабное наступление на Задек. Мечи скрещиваются, рыцари падают, а битва продолжается всю ночь. Во время одной из таких битв командир армии Элеоноры возглавляет отряд лазурных ястребов, чтобы проникнуть в Дельвин Компани и ослабить врага изнутри. План, кажется, работает, но все меняется, когда появляется военный корабль Дрейков. Эрни и его команда прибывают на своем летающем корабле, готовые сразиться с Дрейками. Эрни, пилотируя своего Икаругу, готовится ко второму раунду против Гаджаса. Пока они обмениваются репликами, напряжение нарастает, и вскоре два соперника вступают в ожесточенную схватку. Тем временем Дэвид отдает приказ своей команде атаковать Виор с помощью противовоздушного оружия. Виор быстро замечает их и стреляет, но Дэвид умело маневрирует кораблем, резко поворачивая направо и поднимаясь в облака, где они могут полностью раскрыть свои возможности. Команда Эрни начинает атаку, стреляя копьями в Виор. Хотя Виор сбивает копья, они покрыты маслом, которое разбрызгивается по корпусу корабля. Команда Эрни продолжает стрелять огненными шарами по маслу, поджигая Виор. Когда тело Виора охвачено огнем, Эрни приближается для последнего удара. Чувствуя надвигающуюся опасность, Годжес приказывает Доротея активировать реактор Кровавого Грааля, готовый высвободить его разрушительную силу. Военный генерал, раздумывая, использовать ли Кровавый Грааль, внезапно понимает, что их город внизу захвачен. Не теряя времени, он приказывает выпустить Кровавый Грааль, чтобы тот раскрыл свою полную мощь. Кровавый Грааль окутывает корабль зловещей красной аурой, резко увеличивая его размеры и мощность. Эрни и его команда на мгновение ошеломлены этим, но Эрни, как всегда решительный и непреклонный, продолжает атаковать корабль. К сожалению, ни одна из его атак не приносит результата, так как сила корабля увеличилась в 10 раз. Тем временем на земле Эдгар сражается с искусным мечником Густавом. Лазурный ястреб, их главный союзник, наконец-то опускает мост, позволяя подкреплению вступить в бой и атаковать черных рыцарей Задекса. Битва становится все ожесточеннее, и Эрни решает пойти на риск. Он запускает свой Икаруга, заряжает свое двуручное копье огромным количеством маны для атаки молнии и бросается прямо на корабль. Его цель — прорваться сквозь мощную красную ауру и нанести удар по кораблю с близкого расстояния. План Эрни срабатывает, и он успешно пробивает ауру Кровавого Грааля и наносит удар по кораблю. В это время битва между Эдгаром и Густавом достигает своего пика. Эдгар пытается уворачиваться от быстрых ударов Густава, но в конце концов ему удается поймать меч Густава и удержать его, как раз когда появляется Имраз. Имраз пользуется моментом и отбрасывает Густава в сторону. До ядра корабля остается всего несколько метров, и Эрни выпускает все, что у него есть, стреляя лучом за лучом по кораблю. Его непрекращающаяся атака разрушает ауру Кровавого Грааля, и у корабля остается достаточно энергии только для одного последнего маневра. Понимая, что проигрывает, генерал Дариоте решает сделать последний отчаянный шаг. Он направляет корабль на столкновение с крепостью, чтобы уничтожить королеву Леонору мощным взрывом. Узнав о самоубийственном плане Доротея, Эрни начинает действовать. Он преследует падающий корабль, выжимая из своего реактивного двигателя максимум скорости, чтобы догнать и замедлить его. Несмотря на все усилия Эрни, Доротея продолжает стрелять фиолетовыми лучами по базе королевы, отказываясь сдаваться. Отважный Арчи, пилотируя своего рыцаря Центуриона, бросается к кабине пилота. Одним ударом он выбивает Доротея из-за штурвала, позволяя Эрни направить корабль в безопасное место, где он не причинит вреда. Когда корабль падает, Эрни приказывает Арчи покинуть рыцаря Центуриона и прыгнуть к нему в руки. Арчи подчиняется и прыгает как раз вовремя, чтобы Эрни его поймал. В ту ночь долгая и жестокая битва между Задеком и Кишарой наконец заканчивается. Весной 1823 года войска Задека сдаются Западу, и Леонара официально становится королевой Кашары. Через несколько дней после битвы Эрни и его команда готовятся покинуть Кашару и вернуться во Фремель. Перед отъездом Леонара находит Арчи, чтобы попрощаться с ним. Она благодарит его за спасение своей жизни и медлит, надеясь на объятие или поцелуй. Но Арчи, как всегда, сдержан и просто уходит. Не растерявшись, Леонара крепко обнимает его, а потом отпускает.
Через несколько часов Эрни и его команда инженеров и ночных бегунов садятся на свой левитационный корабль и отправляются домой. По пути домой Годж догоняет их и рассматривает новые модели кораблей. Он обещает, что вернется с чем-то еще более крутым, и это обещание заинтриговывает Эрни. В следующей сцене король Амброзий еще раз тепло благодарит Эрни и его команду за их усилия по восстановлению мира в стране. Когда его спрашивают, какую награду он хотел бы получить, Эрни просит предоставить ему и его команде небольшую лабораторию, чтобы они могли продолжать свою работу. Амброзий соглашается и исполняет его желание. Получив в свое распоряжение новую лабораторию, Эрни призывает свою команду продолжать двигаться вперед, создавать новые ночи силуэтов и стремиться к осуществлению своей мечты. В течение следующих нескольких месяцев Эрни руководит массовым производством левитирующих кораблей, революционизируя путешествия и водя коммерческие рейсы между странами. Инновации, предложенные Эрни и его командой,